О коронавирусе уже достаточно сказано, очень много. Высказывались и ученые, аналитики, статисты, медики и так далее. Хотелось бы на этом фоне сказать несколько мыслей о колесе времени. Почему именно в 2020 год на человечество такое нападение, такой глобальной инфекции COVID-19? Интересно, что ранее COVID-19 болели только животные. То есть в животном царстве или в животном мире была распространена эта инфекция. И в 2020 году она вышла на человеческий план и всею своей мощью задела все человечество практически. Обратите внимание, с какой скоростью коронавирус захватил практически всю планету Земля. Ни один вирус, даже COVID-19, не имеет такой скорости проникновения. Такую скорость проникновения имеет эфир, как пространственный огонь. И имеет эту способность мгновенно проникать через плотное состояние материи, через любую форму. Находясь в 2020 году, это год белой мыши, цвет белый – это стихия эфир. Мы можем говорить, что проникновение и явление такой пандемии, как COVID-19, это и есть уплотнение или формирование пятого элемента, который в тонком плане уже собрался и настолько плотен, что он имеет вот этот импульс и вот это вот низвержение проникновения, мгновенного проникновения стихии эфир или пространственного огня. Говоря о том, что COVID-19 – это одно из свойств пространственного огня, мы посредством этой мысли можем понять многое. Пятый элемент или пятая стихия, которая является синтетической, я сейчас говорю об эфире, имеет это зерно пространственного огня, начальное. Все есть огонь. В любой стихии есть этот зародыш этого огня. И пришло такое время, пришел такой цикл, когда этот пространственный огонь невозможно более сдерживать в тонком плане, и он прорывается на физический план разными разрушениями, изменениями погоды, вулканы просыпаются, наводнения случаются, бураны, вихри и так далее. И одно из проявлений этого пространственного огня – это COVID-19. Эфир, который несет синтез всех огненных энергий, его чистейшую сущность, он имеет это проникновение, и он проникает уже в низшие слои Земли. Вот такими действиями. Ведь любая энергия, она имеет два начала – разрушение и созидание. Невозможно что-то создать или созидать, не разрушив. Поэтому две силы – Шива и Вишну – это единая сила, это одна сила, имеющая два таких проявления – разрушение и созидание. Это закон, эволюционный закон. Значит, для того, чтобы создать новое тело человека или новые мысли, согласно эволюционному циклу данного периода, необходимо разрушить старое. И вот такими проявлениями, такими мощными импульсами идет это разрушение старого. Этот огонь прорывается, и если мы имеем знания об этом, то мы не имеем страха, мы знаем, как обезопаситься, мы знаем, от чего это. То есть, когда мы знаем причину, мы можем жить и работать, трудиться в следствиях спокойно, согласно данным условиям. Этот огонь, который сейчас прорвался вот такой вот мощной инфекцией, задел все человечество, это невыполненные указы учителей. Посмотрите, уже сколько столетий прошло после выдачи знаний тайной доктрины, сколько десятков лет прошло после выдачи знаний Агни-йоги. Изменилось ли человеческое сознание? Стало ли оно мыслить по-новому?
Это вопрос. Если мы посмотрим по колесу времени, по Калачакре, 2020 год находится в секторе весов. Весы – таинственный сектор, который ранее был сокрыт, и в домах гороскопа или зодиака он открылся сравнительно недавно. Весы граничат с тем самым плотным состоянием при вхождении психической энергии. Это год 2017-2016, принципы красной обезьяны и красного петуха. И открывает этот сектор петух красный, символ которого – победа. То есть петух провозглашает победу духа и дает силу этому сектору весов победить. Что человек должен победить в этих годах? Свою низшую природу. Ведь весы, как вы знаете, на одну чашу положишь, они будут иметь вот такое метание или шатание, на другую чашу меньше или больше. И вот такое шатание и происходит в умах человечества. В каждом из нас практически. Каждый из нас в этом секторе сделает свой выбор. Все движется к году 2022. Это начало сектора Скорпиона, это воды, пространство, Акаша, или рождение духовного человека. 2022 год – год черного тигра. Изначальное рождение. 2020 год – единственный принцип на Калачакре, который имеет числовое значение 34. Оно само по себе семеричность и отождествляет это число главный фундаментальный принцип построения системы по тайной доктрине. Это 3 упадает в 4. 3 – это непроявленная сущность, это изначальная энергия, это тот самый непреложный закон, это троица, триада, тройственность, это монада, атма будхи манас и так далее. В 4, то есть в форму. Мышь белая, как принцип, цвет белый – это стихия эфир. Это завершение. Он должен завершиться. И вот этим завершением явлен в 2020 году COVID-19. Значит, чтобы создалось что-то новое, человечество перешло на другой этап, явлено вот это вот мощное разрушение, кажущееся разрушение. Потому что это все есть единая энергия созидания. То есть эфир в завершении в своем через принцип мыши, которая символизирует карму или действие, или движение, завершенную карму, завершенное действие, завершенное движение, таким образом проявляется. Ни в каком другом году, наверное, не могло это случиться. Именно в секторе весов в 2020 году, в принципе, белая мышь или завершение кармы. Человек должен был готов к этому и уметь жить с этим. Человек, являющийся синтезом вообще 7 тел сознания, так сказать, проводником космоса и природы и самого человечества, имеет эту силу, имеет эту мощь. Он имеет в себе всю природу, всю семеричность. Мы имеем и несем в себе даже вакцину, но не в привычном смысле этого слова. Вакцина или защита является само тело человека или панцирь. Само тело может взаимодействовать и являть, и быть проводником психической энергии и защищать свой организм от прихождения вот этих разрушительных энергий. Чем? Явлением света, явлением доброй мысли, альтруизмом, своими действиями ради общего, а не ради самого себя. Это все и есть щит. Долгий период времени или цикла, когда пространственная энергия не могла ассимилироваться с другими энергиями низшего физического плана, а если мы говорим о эволюции, о ее непреложности, то это неминуемо должно было случиться. Человек, он является этим проводником. Он должен ассимилировать эту пространственную огненную энергию и дать новое сочетание элементов. Для чего? Для того, чтобы начать новый цикл рождения духовного человека.
Почему именно на легкие так действует COVID-19? Он поражает легкие. Именно легкие – одни из главных центров ассимиляции этой огненной энергии. Ведь именно центр легких связан с центром чаши и с головными центрами. Почему большое внимание уделялось пране, именно этому чистому дыханию, упражнению и так далее, и так далее. То есть был период человеческой эволюции, да, когда это нужно было, когда легкие подготавливались к прихождению этой новой огненной энергии пространственного огня. И сейчас начался такой цикл, когда легкие уже должны были быть ассимилированы, и человечество сознательно должно было уже жить так, этими энергиями. То есть дышать или действовать чистой мыслью, этим чистейшим огнем. Но человек такое существо, он больше животное, и поэтому, конечно, животное проявление, они дали тот панцирь, через который не мог пройти этот чистый пространственный огонь. И этот панцирь требовал разрушения, чтобы проникнуть и достичь центра легких этой чистой энергии. Поэтому COVID-19 – это одно из условий прихождения пространственного огня именно через центр легких. То есть либо мы очистим свое сознание от скверных мыслей, свои действия от скверных действий, свою жизнь как-то посмотрим по-новому, с нового ракурса, во взаимодействии космоса, природы и человека, не отдельной своей сущности. Тем самым идет очищение пространства нашей мысли, пространства нашего сознания, пространства легких, которое подготавливает прихождение этого огня. И тогда человек становится проводником. И тогда рождается новое сочетание элементов. И тогда тонкий план уплотняется. И тогда и рождается духовный человек. То есть в год белой мыши в 2020 году они уже случились, и еще будут такие преобразования, когда высший разум будет разрушать панцирь невежества. COVID-19, как одно из условий прихождения этой пространственной энергии, несет еще и этот луч высшего разума, этот элемент в себе, потому что если мы посмотрим на колесо калачакры, мы увидим 2020 год под лучом Венеры. Сама Венера – это символ высшего разума. И то есть это все некие вехи, когда показано, что человек уже должен стать разумным, сознательным и разумным. Следующий год, 2021, это завершенная реализация. То есть то, что мы в себе завершим в 2020 году негативного, то есть завершим негативную карму, и начнет реализовываться новое сочетание элементов для того, чтобы в 2022 году, когда начнется этот цикл сектора Скорпиона, родился новый духовный человек. Способность этой энергии белой мыши символизирует завершение кармы, это выявление из каждого человека, это касается, конечно, энергии года каждого сознания, выявление самого мелкого проявления, низшего проявления нашей личности наружу. И важно это проявление заметить, иметь способность завершить и справиться с этим, то есть ассимилировать его, то есть завершить эту карму, любое низкое побуждение. Мышка своим действием, она побуждает из нашей души выявить наружу то, что, может быть, было сокрыто многие воплощения. Наружу именно эти самые мелкие проявления нашей низкой сущности или низшей природы нашей сущности, скажем так. Поэтому очень многие пертурбации сейчас с людьми проходят, и это очень тяжелый год для каждого человека, потому что когда мы замечаем эти выявления своей, низшие побуждения даже, и то, что мышка белая сейчас имеет способность проявить, выявить или дать эту форму, мы должны иметь эти знания, справиться с этим. Справиться – это заметить
иметь это внимание, принять это и стать другими. Обновиться, обновить свой характер, обновить свое мировоззрение, посмотреть по-другому и двигаться дальше, то есть иметь это движение. Так вот, энергия этого года, 2020, способствовала проявлению COVID-19 для того, чтобы каждый из нас смог увидеть, прочувствовать, обратить внимание на то, с чем нужно работать, с чем нужно справиться в самом себе. То есть увидеть, знать и победить.